наверное, я начну. То есть я хочу представить всем Рональда Матайсона, специалиста, социального работника, психолога, который 15 лет занимается театром диалога в разных странах. И я думаю, Рональд нам расскажет сейчас о своем методе и о том, почему он сюда приехал и что он хочет делать в нашем регионе. Да? Ronald, maybe you will tell us a few words about the theater that you present, what you are doing, and introduce yourself. Yes, first of all, welcome to this press conference. I'm very happy to be here in Dnepropetrovsk. It's the second time I'm in Ukraine. First time was last year in Kiev, just after the Maidan Revolution. I worked with people who were involved in peace building and conflict resolution processes. And this is my second visit, which I have wanted for a long time, because to me Ukraine is a very interesting background for developing techniques for conflict resolution, because this is the place where it's necessary and where it happens. And in fact, yes? Sorry, I get carried away. Это второй раз, то есть Рональд в Украине уже второй раз. В прошлый раз он был в Киеве год назад, вскоре после революции на Майдане. И он говорит, что как раз сейчас Украина это именно то место, где нужно, где эта тематика особенно актуальна, решение конфликтов. Но мы все понимаем, почему, да? Да, Рональд фокусирует свое внимание на том, что нужно решать конфликты мирным путем с помощью дебатов и договоренностей. I'm actually from the Netherlands, but I live in Austria. Рональд из Нидерландов, но сейчас живет в Австрии. And I have worked in conflict situations for almost 30 years. И я работал в конфликтных ситуациях, в сфере конфликтных ситуаций более 30 лет. And I've started using theater as a method to resolve conflicts 15 years ago. 15 лет назад Рональд начал работать с театром, с методами театра для решения конфликтов. And I've developed together with a friend of mine, we developed a method to use moral dilemmas as a way to resolve conflicts in a more equal way. И вместе с моим другом мы развили метод как этической дилеммы, как решать конфликты более моральным как способом. Моральная дилемма, да, как способ решения конфликта, такая методика. And by saying an equal way, I mean there is no winner or loser. И эта методика, суть этой методики в том, что нет победителя и нет проигравшего. Most conflicts end when someone wins or someone loses. Большинство конфликтов заканчивается на том, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. And the victims are the innocent people. И жертвами являются невинные люди. So resolving conflicts in an equal way means that everybody wins. Так что решать конфликты в мирном, в равном условиях, это означает, что все становятся победителями. And using moral dilemmas helps you to find the value behind the argument of your opponent. Моральная дилемма как метод помогает вам найти ценности в аргументах вашего оппонента, помогает увидеть суть, зерно, в чем заключается их позиция. Because all human beings have values. Потому что все люди имеют ценности. That makes us human. И это делает нас людьми. And if you address a person for its humanity instead of for being an opponent, you have a basis for a dialogue. Да, если вы обращаетесь к человеку с позиции гуманности, а не как конфликтная ситуация, то есть тогда у вас есть основания для решения конфликта. So these 3 days, I want to work with people here in Dnepropetrovsk who are dealing with conflicts. То есть эти 3 дня я буду работать с людьми в Днепропетровске, со всеми, кто имеет отношение к конфликту. Who are dealing with or using debating as a technique. Кто применяет дебаты как технику. And I want to enrich their arsenal, their methods. Я хочу обогатить арсенал и показать много интересных методов. To create more options for resolving conflicts. Чтобы создать больше условий для решения конфликтов. And I also, and this I address you as journalists now Я сейчас обращаюсь к вам всем, как журналистам, лично к вам тоже. I also want to work on the issue of how to use theater in the media wars. То есть я хочу затронуть вопрос, как применять метод для информационных войн. How can we analyze what is happening in media wars through theater, and how can we produce a new way of dealing with news?
То есть как мы можем применить театр для разрешения конфликта информационного, медиавойн, и как мы можем применить эту технику для того, чтобы правильно подавать новости и делать это качественно. Because news is used as a weapon in conflicts. Потому что новости используются как оружие в конфликтах. And we know what the first casualty of war is. И мы знаем, кто первая жертва войны. It is the truth. Это правда. And how to find a way to determine what is true and what is not true will be part of this workshop. И как понять, что правда и что ложь, это будет частью нашей встречи, нашего семинара сегодня. But because there is no objective truth, it also depends on values. Потому что нет объективной правды, правда зависит от ваших ценностей. What you believe is, you believe things because you want to believe it. Вы верите в вещи, потому что вы хотите верить в них. So we must look at the reasons why people believe things and not only produce the news. И мы должны смотреть на причины, почему люди верят в вещи, а But this is не not- просто на новости. But this is nothing new to you. Ну, я думаю, что это для вас не новая идея, да? Okay. This is my first declaration. Это вот самое основное вступление, которое я хотел бы сделать. Можете привести примеры вашей методики? Can you give examples of your method? I will give you a very strong example of a situation I encountered 10 years ago in a city in the Netherlands. 10 лет назад он хочет привести пример ситуации, с которой он столкнулся в Нидерландах. There was a group of young people Была группа молодежи who were from an ethnic minority, из одной из этнических меньшинств, да, and there was a group of elderly people, Dutch people, и была группа более пожилых голландцев. and they had a conflict over a square in the city. И произошел конфликт по поводу одной из площадей в городе. The young people wanted to occupy the square for them, Молодежь хотела занять эту площадь для себя, для своих. and the old people wanted to chase them away. А пожилые люди хотели просто выгнать их оттуда. And the conflict had mounted so far that one of the young people had entered the house of one of the elderly people. И конфликт дошел до такой степени, что один из представителей молодежи зашел в дом к одному из пожилых людей And attacked the person living и there, атаковал людей, то есть напал на людей, которые там a жили. person 65 years old. И было 65 лет человеку, на которого было нападение. So the old people said, this is the case for war in this neighborhood. И вот поэтому пожилые люди, то есть всех живущих в этом месте, в этой общине, сказали, что вот вам, пожалуйста, начало войны, начало конфликта в нашем. And the young people said, if you want war, it's okay. А молодежь сказали, да, если вы хотите войны, хорошо, вы ее получите. And with a team, we made a theater play about this situation. И они вот с командой Рональда, они поставили театр и разыграли пьесу, и разыграли вот эту ситуацию. We made a play in which the perspective of the one group and the perspective of the other group were represented by two characters. Да, они создали такой спектакль, в котором взгляды одной стороны и взгляды одной и другой стороны были представлены двумя персонажами. То есть два человека представляли каждую сторону. And these characters actually escalated the conflict into a war. И вот эти два представителя на сцене, это два актера, они разыграли эту конфликтную ситуацию и довели ее до войны, как это произошло в реальности. And then we asked the audience, do you want this to happen really? Ну, потом мы задали вопрос зрителям, вы хотите, чтобы это действительно произошло? And the people said, no, this person is doing it wrong. И они сказали, нет, вот этот человек делает все неправильно, он поступает неверно. And then we said, okay, then please show us what this person should do. И мы сказали, ну хорошо, тогда покажите, что он должен делать. And then a person from the audience came and replaced the role of the old people. И тогда кто-то из зрительской аудитории вышел на сцену и начал действовать в роли пожилой аудитории, то есть пожилой стороны конфликта. Someone from the audience came to replace the role of the young person. А еще один представитель из зрительного зала вышел на сцену и стал представлять молодежь. And they were showing what they really wanted. И они показывали то, что они действительно хотели. They wanted respect, Уважение, they wanted peace, и они хотели мира, and they wanted quiet. и они хотели спокойствия. And suddenly, И the внезапно, people were on stage talking to each other what they had never done before. и вдруг ни с того ни с сего, то есть получилось так, что много людей были на сцене и начали говорить. И говорить об конфликте, то, чего они раньше никогда не делали. And after the play, А после спектакля they started to talk to each other as groups. они начали общаться друг с другом уже в группах.
and they resolved the conflict by themselves without external help. И они решили конфликт, пришли к мирному решению без внешней какой-то помощи извне. Because they had understood that the other persons were not animals or fascists or whatever they called them. Только потому, что они поняли, что вторая сторона это не животные, это не фашисты или еще не кто-то еще, то есть не давали им каких-то ярлыков. And I have done many of these projects in the Netherlands. Я сделала много таких проектов в Нидерландах. So it works. Конечно, это работает. Скажите, пожалуйста, есть ли параллели между вашей миссией и известным изречением Шекспира «Весь мир театр, и люди в нем актеры»? Are there any parallels between what you are doing, your mission, and the famous Shakespeare's phrase that the whole world is a stage and all us are actors on the stage? Is there any connection? Yeah. Вопрос можно второй сразу? And the second Конкретное воплощение у нас в Днепропетровске этого проекта, как оно будет проходить? And more specific question about what exactly you are going to do in Dnepropetrovsk as like in terms of this matter. What exactly you are going to do? Okay. But I for would. Shakespeare, yeah? Yes, I will go further than Shakespeare. Я пойду дальше, чем Шекспир. I will call on stage the American psychologist Irving Goffman. Я призву на сцену американского психолога Erwin Goffman. Эрвин Гафмана. He said, every person plays his own life. Он сказал, что каждый человек играет своей жизнью. So we take a role that we think we must take. Так что мы берем ту роль, которую мы думаем, мы должны взять. At the moment, you play journalist, and I play the drama expert. Но сейчас вы играете роль журналиста, а я эксперт в театре. And in this role, we have rules. You ask questions, I give answers. И в этой роли у нас Yeah. есть правила. Вы задаете вопросы, а я отвечаю. So if you have if I go out here, I may take another role. Если я отсюда выйду, то я могу взять другую роль. I am the bus. I go on the bus. I'm a passenger. Я иду в автобус, и я могу быть пассажиром. And as a passenger, I don't give answers. И как пассажир я не даю ответа. So the situation you are in determines what kind of role you play. Ситуация, в которой вы находитесь, определяет, какую роль вы. And some people are in roles they don't want. И некоторые люди исполняют роли, которых они не хотят. But the society gives them these roles. Но общество дает им эти роли. And the theater I use helps people to find the role they really want. И театр, который я использую, помогает людям найти те роли, которых они хотят исполнять. Whereas Shakespeare just said, the world's a stage, we can use everything in the world as the set for a stage. Поскольку Шекспир сказал, что мир — это сцена, Рональд говорит, что все в мире мы можем использовать как сцену. But it goes further. It's not only the set, it's the people. So, and the one who invented this was Augusto Boal, a Brazilian theater maker who said, we must not play theater, we must change theater. Андреа Боаль, бразильский Augusto Boal. Аугусто Боаль был бразильский театральный аналитик. Он автор этой идеи, и он сказал, что мы должны не просто играть роли, мы должны выходить в мир и менять его. But now why I am here in Dnepropetrovsk? Вот поэтому я в Днепропетровске. I've come here to work with people who know conflict from their own lives or from their work. Здесь есть люди, которые почувствовали конфликт на своей собственной жизни изнутри. And I want to develop new techniques with them. Я хочу разработать новые техники с ними, новые методы. Using my experience, but also their experience. Используя мой опыт и, конечно, их опыт. To find ways to address the conflicts of today here in this region. Чтобы найти способы, как решать конфликты здесь, в этом регионе сейчас. And I want to learn from them as much as they may learn from me. И, конечно, я хочу научиться от зрительской аудитории, так же, как и они хотят научиться у меня. And perhaps we will invent new methods that have never been invented before. Вполне возможно, мы разработаем какую-то новую методику, которую раньше никто не применял. Because the situation here in Ukraine is unique.
Потому что то, что сейчас в There Украине is происходит, no ситуация уникальна. comparable situation in the world or in world history is what is happening right now. Это несравнимо ни с чем, что происходит в мире в данный момент. So it is an excellent place to learn. Поэтому Украина — это прекрасное место, где можно учиться. So I come here with curiosity Поэтому я сюда приехал с And with- любознательностью, с любопытством and the determination to work out something that really is practicable, that can be practiced. и с твердым решением разработать что-то, найти что-то, что может иметь реальное практическое применение. So I hope this answers your question. Я надеюсь, что это ответ на ваш вопрос. Можно узнать, чем закончился конфликт в Нидерландах, кому в итоге досталась площадь, как они решили? She's asking about the conflict in the Netherlands we talked about, and what was the outcome of the conflict? Who the square went to? Who became the owner? Who became the owner of the square? That's a very interesting question. What happened was, 1 week after this event, Да, неделю после этого конфликта, что произошло, да? a delegation of the young people and of the old people Делегация молодежи, делегация представителей старшего поколения went on an excursion together. поехали вместе на экскурсию. And they more or less became friends. И они более-менее, подружились. And I called the community center И я звонил в этот центр 1 комьюнити. year and a half later because I wanted to know. Через 1,5 года What you Рома asked. позвонил им и просто хотел узнать, что же там происходит. And they said there has never been one incident again. И они сказали, что не было ни одного инцидента за это. The square belonged to everyone. Потому что площадь сейчас принадлежит всем. So this is one of the most extreme examples. It doesn't always work out so perfectly. Конечно, это один из самых крайних примеров, радикальных, потому что не всегда конфликты заканчиваются так мирно и так хорошо. I am not a magician. Я не волшебник, не фокусник. Кто был No. да? Ага. Is it everything the answer to the question? Yeah? And she is Будет asking. ли в других городах подобная практика проводиться? И Are you going to только bring ли this method to other city or only to Dnepropetrovsk? Good question. Хороший вопрос. I would love to be in other cities too. I was invited by New Vision to come here, and I gladly accepted this invitation. But I'm not going to do any propaganda to become a workshop leader in other cities. Я с удовольствием сюда приехал, потому что я был приглашен общественной организацией «Новое видение», но я бы не хотел бы превращать это все в пропаганду, так что я с удовольствием приму приглашение. I believe that people on the ground here in Ukraine, like New Vision, Я считаю, что люди здесь, которые занимаются социальной работой, подобно организации New Vision, or another organization that I work with is Theatre for Dialogue, или еще одна организация, с которой я работаю, это Театр диалога, киевская организация. which not a Kiev organization. They work in 5 cities. Они работают в 5 городах, One of them is Donetsk, so it's very включая close. Донецк, очень близко. And they also work with the same method, Они тоже работают с этой методикой. С этим and I work together with them. Я работаю вместе с ними, мы сотрудничаем. Так что, And if someone invites me to come to other cities, конечно, если меня пригласят в другие города, Я с удовольствием. if I can make it, I will gladly come. я с удовольствием приеду. But I think the people here in Ukraine should develop their own work and their own techniques. I believe that the nearer you are to a conflict, the more right you have to be dealing with it. Но мне кажется, что в Украине люди должны сами развивать это направление, и мне кажется, что чем ближе ты к конфликту, тем больше у тебя прав решать его и принимать участие в этом. Because in reality, it's easy for me to address things because I go back to Vienna on Friday. Потому что в реальности мне легко говорить о таких вещах, потому что я в пятницу возвращаюсь в Вену. So, does that answer your question? Будут ли там рассчитаны только на переселенцев эта программа сейчас? Is your program addressed only to the displaced persons or to some other categories of the population? The situation of the displaced persons is the most acute at the moment, Ну, конечно, да, ситуация с переселенцами самая острая сейчас. but the techniques can be applied in any conflict situation that might escalate. Но этот метод можно применить в любых конфликтных ситуациях, которые возникают в любых социальных группах. So there is no limits to it. То есть, конечно, нет ограничений для этого метода. Let's switch to her. Yeah. Вы собирались работать с переселенцами. Что именно вы приготовили для них? Какой спектакль?
Что, на ваш взгляд, является причиной конфликтов? What Кто главный exactly should be сторона? prepared for displaced person? What kind of play? And what do you think is the reason for conflict for displaced people? First of all, I have not prepared a play. В первую очередь, я не приготовил пьесу. The techniques I use create scenes very quickly. Техники, которые я использую, как творят сцены очень быстро, Spontaneously. спонтанно. So we address the scenes. The Theatre for Dialogue is going to play a play on Friday here in Dnepropetrovsk. Театр «Диалог» будет представлять представление здесь, в Днепропетровске. But I work with the people in the room and they make their scenes. Но я работаю с людьми в комнате, и они создают свои пьесы, сцены. Now I forgot the second question. Второй вопрос, повторите, пожалуйста. Что вы считаете главной What is the причиной? what Yeah, are the main reason for conflict for this displaced persons. the method I use asks the question, doesn't give the answer. So I want to know what the people say. Тот метод, который я использую, он задает вопросы, а не дает ответы. Поэтому я хочу услышать, что I скажут. have my own theory, but I am just a person from the outside. У меня есть собственная теория, но я лишь человек извне. And if you want to know my theory, Если вы хотите знать мою теорию, so it's not an answer, it's just a hypothesis. это гипотеза, это не ответ. I believe in general that violence and fear are connected. Я верю, что насилие и страх тесно связаны. So people who are scared То есть люди, которые испуганы, will, if nothing else can take away their fear, если ничего иного не может забрать их страх, they will use violence. они будут использовать насилие. So, and as I said, the innocent people are always the victim of the parties who use violence. И, как я и говорила ранее, невинные люди всегда жертвы сил, которые используют насилие. And fear very often comes from not being able to control your own situation. И страх исходит из неумения, отсутствия возможности контролировать ситуацию, в которой ты находишься. And people flee when they have no chance at all of changing their situation. Да, люди убегают, когда они не видят никакой возможности изменить ситуацию, они просто избегают ее. So my theory is that giving people more control over their lives Да, поэтому я считаю теоретически, что если людям дать больше контроля над их собственной жизнью, in whatever way, and we are going to find that и out, мы придумаем, мы найдем этот способ, мы разработаем его, will diminish то тогда мы the conflict. уменьшим конфликт. But maybe they have another theory. Ну, возможно, есть и другая теория. I want to learn from them. Я хочу научиться у них. Мне кажется, что переселенцы это не стороны конфликта, а скорее всего жертвы, I которые think the выходят из displaced этого people are not конфликта. sides of the Что вы им conflict, можете but they are посоветовать victims в of данном conflict. случае? What can you advise to them in this case? I think I cannot give a personal advice to every single person because I think their situations are not all the same. Я думаю, что я не могу дать каждому лично человеку совет, потому что их ситуации совершенно разные. But as I said, controlling your life is a way of diminishing fear, and maybe this will diminish the reason why there is a civil war going on in the East now. Но, как я и сказал, получая больше контроля над своей жизнью, возможно, и уменьшит конфликт, который сейчас проходит в Восточной Украине. So I believe that a dialogue between people who are here now and people who are still living there is necessary. То есть я думаю, что диалог между людьми, которые живут сейчас здесь и там, очень необходим. But I understand that at the moment it is probably not possible. Но я думаю, я так понимаю, что сейчас это невозможно. So perhaps we should find a way to make it possible, but only if they want it. Но, возможно, мы должны найти путь, чтобы этот диалог начался, но только если они этого хотят. I worked with IDPs in the past, Я работала с переселенцами в прошлом, and I know that some people don't want to go back because they are afraid
they are going to be in the same situation. Да, и многие из них, я знаю, что они не хотят возвращаться в Донецкий регион, потому что они боятся оказаться в той же ситуации опять. But on the other hand, they don't want to stay because it would mean that they would give up what is so important to them. Но с другой стороны, они не хотят оставаться и здесь, потому что им придется отказаться от всего того, что держит их в своем. So they're having a dilemma of values. И в этом и заключается дилемма ценностей для этих людей. And now we're back to where the workshop is going to be about. И вот теперь мы вернемся к нашим семинарам, которые сегодня How do you состоятся. deal with this dilemma Как of мы будем, values? как столкнуться, что делать с этой дилеммой ценностей, с вот этим противоречием? And there is no real clear and easy answer to that. И нет легких и быстрых ответов. But we cannot say, okay, there is no clear answer, let's stop talking about it and just see what happens. Но с другой стороны, мы не можем сказать, что хорошо, ответа нет, давайте прекратим все, ничего не будем делать, сядем, сложим руки. Да. So debate and Так тоже dialogue нельзя. can help. Maybe we find a solution in 1 or 2 years. Да, дебат, диалог могут помочь решить конфликт. Может быть, не сразу, может быть, через пару лет. So just say either there is the solution, the big one, or there is nothing. I don't believe that. I believe there is a middle way. Я не считаю, что нужно радикально говорить, или есть решение, или нет. Я считаю, что есть путь срединный, который поможет прийти к настоящему решению. So I hope this doesn't answer your question. Я надеюсь, что это не совсем отвечает на ваш вопрос. Но... Еще вопрос. А с кем вы будете встречаться, когда, где и... Okay, the question is about where, when we start, when we are going to meet, who we are going to meet, the times, the venues. Okay. Timetable. Yeah, we can tell that. You can tell that better than I can. Да, мы можем рассказать. Да, то есть первый семинар, который даст Рональд Матайсон, пройдет сегодня в городской центральной библиотеке. И мы хотим поблагодарить сразу же руководителя библиотеки, и, так как они оказали нам сотрудничество, они предоставили лекционный зал на первом этаже, если я правильно помню, то есть в 5 часов вечера, с 5 до 8. А сегодня будет первый семинар Рональда Матайсона. Второй семинар, мы точно знаем про место, это тоже библиотека, это четверг, 29 октября. И на 29 октября, то есть мы хотели бы пригласить представителей прессы, потому что 29-го, то есть как вы сейчас поняли из пресс-конференции, с ответом на вопросы, да, то есть сегодняшний семинар будет акцентироваться на displays, на переселенцах, на студентах. А 29 октября тема будет «Медиа-война», информационные войны. И поэтому мы хотим, чтобы аудитория была преимущественно состояла из журналистов, представителей прессы и каналов. Поэтому мы хотели бы всех вас пригласить, ну, конечно, ваших коллег тоже. А регистрироваться дополнительно нужно? Нужно ли регистрироваться? Я думаю, что можно регистрироваться, да, мы просто приглашаем, это открытая встреча, мы не ограничиваем количество участников. They asked about registration for 29. I said that we invite journalists. На улице Ленина. Да, 29-го тоже библиотека, 5 часов вечера. То есть мы, понимаете, мы зависим от... Да? По-моему, третий, я не помню, или третий, Александра помнит. Скажите, пожалуйста, а сегодня все-таки будут психологи, те, которые будут работать с переселенцами, или вот непосредственно сами люди, которые испытали на себе? Today in the audience there will be a psychologist or just displaced people who will be in the audience today. I do not know who will come. Рон это не знает еще, кто придет, но мы знаем, что это будут студенты, да, это будут. Да, и это будут представители общественных организаций, которые хотят помочь найти. И в том числе, да, переселенцы у нас будут, потому что наша организация только начала проект, о котором мы делали анонс немножко раньше. Это онлайн, Korea English Online для displaced persons, которые при поддержке посольства США происходит. И у нас уже есть аудитория. И эти же люди, которые мы сейчас набираем на наш проект другой, мы предложили им, и они все очень заинтересовались. Да, то есть это такой проект социальный, называется «Обучение английскому онлайн для переселенцев». Наша организация сейчас ведет, мы активно проходим набор, это в 4 областях Украины: Николаев, Одесса, Луганск, который в Киеве, и Днепропетровск. И так как у нас уже есть целевая аудитория, мы с ней работаем уже сейчас, поэтому мы, естественно, приглашаем их всех на это событие, так как это очень близко связано, и это для них интересно. И у нас есть такие участники, которые очень прекрасная история успеха. Есть Александр Киселев, который создал здесь coworking center на Ленина 1, есть для переселенцев, это результат гранта. Он приглашает всех на свою территорию, то есть и дает бизнес-тренинги для переселенцев. И он, спасибо ему огромное, тоже он помог нам привлечь людей, потому что вы сами понимаете, то есть найти целевую аудиторию это непросто. То есть тем более такую аудиторию, как временно переселенные лица, то есть или как внутренне переселенные, да, это непросто. Но благодаря вот таким вот активистам мы смогли их найти.
Мы знаем, что это очень чудесные, они все активные, есть очень много семей, они к нам приходят на интервью, вот сегодня они Сегодня будут. вот один будет ваш гость выступать, и все-таки театр диалога Тульский тоже будет участвовать. Today there will be only you, or the Dialogue Theatre will also be showing something today? They will not be showing something, but I have my assistant will be a representative of this organization. So if you have any questions to her, she will be gladly answering them. Они ничего не будут показывать сегодня, но мой ассистент из театра «Диалог» будет там и с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо большое.